Ниндзя. Темная сторона и неудобная правда. Лунной ночью зыбкая тень перемещается между кустарниками резиденции правителя, искусно таясь и ныряя во мрак. Сегодняшней ночью будет убит высокий чиновник. Его охрана лишь в последний момент успеет заметить шорохи, но будет слишком поздно. Наемный убийца успеет скрыться так же незаметно, как и пришел. Такова канва легенд о ниндзя, касты наемников, убийц и воинов, одетых в черное. Разумеется, легенда далека от бытовой практики. Начнем с того, что ниндзя – современное, европейское озвучивание довольно широкого понятия. Воины такого плана, как мы рассказали выше, назывались синоби номана или кратко – синоби. Кроме того, синоби иногда называли маноми, тот, кто видит, накидзару, макака на крыше, рапа, хулиган, пакостник, куса, трава, или игамона, тот, кто из Иги. Последнее объясняется тем, что в провинции Ига обитало много кланов ниндзя. Человек с таким названием был опытным шпионом, диверсантом и убийцей. Но вот владение боевыми искусствами было делом редчайшим. Несмотря на то, что дзюдзюцу вобрало в себя множество элементов, в реальности это было излишним навыком большинства ниндзя. Тем нельзя было выдать себя излишне хорошей физической формой, поэтому тренировки шли на развитие навыков боя в помещении, бегства, устранения преследования. Собственно, этот момент и определял специфику боя ниндзя. Дистанция, метательное оружие для выигрывания времени, чтобы убежать. В открытом бою ниндзя проиграет и самураю, и тренированному бойцу единоборств. Ниндзя лишь выполнял задачу и скрывался, а не стремился доказать свое силовое превосходство. Синоби мог уметь делать захваты, неожиданные удары по болевым точкам, быстрые переломы горла, рук или ног, ошеломить врага неожиданным действием, чтобы использовать секундную паузу. А вот в искусстве тайного убийства и проникновения куда-либо им не было равных. Ниндзя знали тысячи способов маскировки, внезапной атаки, приемов удушения и даже поджога здания, если только так можно убить врага и его ценности. Черные одежды, а иногда белые или красные, с маской на лице – тотальный кинообраз. Да, в ночное время такой костюм мог иметь место для скрытности. Но на самом деле на задачу синоби одевался так, чтобы не вызвать подозрений. Костюм крестьянина, стражника, монаха, нищего скрывало гораздо лучше вычурной экипировки. Прикинуться самураем было дороже, сложнее и еще сложнее вести себя как самурай, но единичные случаи такого бывали. Излюбленной же формой был костюм монаха с огромной шляпой, в которую можно было спрятать как оружие, так и веревку, кошки, дымовую шашку. Япония изобиловала странствовавшими монахами, и такие не вызывали подозрений. А вот сам черный костюм с маской на лице пришел в кино из театра Кабуки, где был униформой закулисного персонала, которых так было не видно в темноте, людей, далеких от воинского дела и героизма. Специальный меч ниндзята, который орудовали синоби, такой же чистый миф, появившийся не ранее конца XIX века, когда эпоха ниндзя давно забылась. Такого оружия не фиксировали документы и никогда не было найдено. Вообще, японцам запрещалось иметь оружие большой длины, если тот не был самураем. За нарушение правила последовала бы немедленная казнь. Поэтому простолюдины, а синоби были из их числа, носили короткие клинки, а чаще простые ножи. Так и привычнее, и меньше вопросов при случайной демонстрации. Отсюда и арсенал синоби, разнообразный сельский инструмент, переделанный в боевое оружие, например, серпы на цепях, разнообразные кистени и цепы. Все это всегда под рукой, плохо понимающий крестьянское дело самурай и стражник не поймет, что это не крестьянская утварь, а эффективность в бою высока. А уж хитрости синоби было не занимать. Даже в ножны своих малых клинков они насыпали железные стружки и красный перец, чтобы при взмахе частицы такой пыли попали в глаза противнику и могли ослепить, либо хотя бы задержать его. Метательное оружие, пресловутые сюрикены, в бою правда малополезные, а также копья, стрелы и шипы, ниндзя мазали ядом, трупным жиром, закапывали в землю,
чтобы даже небольшое ранение вызывало заражение крови у противника. По слухам врагов, синоби были выходцами из сословия хинин, японского варианта неприкасаемых. Это люди, которые занимались забоем скота, кожевенными делами, захоронением трупов, очисткой канализации, организацией казней, а также были уличены в бродяжничестве и были выходцами из поверженных аинских семейств. Хинин не имели права жить в городах и деревнях, входить в храмы, первыми заговаривать с представителями других сословий, владеть имуществом и заниматься земледелием, прикасаться к людям более высокого класса. Сами ниндзя едва ли считали эту версию правдивой, но и опровержений не оставили. А еще один перевод слова синоби, как нежелающие, терпящие, намекает, что люди делали это и не по своей воле. И вот тут кроется разгадка, почему самураи упорно скрывали работу с ниндзя, даже когда дела шли успешно. Любая связь с хинин, а тем паче в благородном деле, это позор самураю, вплоть до превращения его в ранина, если победа была достигнута тайным способом. Обучение синоби действительно шло годами, но не боевыми искусствами, а маскировке, плаванию, рецептам ядов и зажигательных смесей, бегу и ориентированию на местности. Ниндзя не должен в одиночку и голыми руками победить войско. Он должен проникнуть к врагу, похитить информацию, предметы или убить его максимально незаметно. За обучением ниндзя, как правило, стояли кланы самураев, которые выращивали их для борьбы с соперниками, простые крестьянские парни, вдруг сами освоившие все премудрости, очередная легенда сферы развлечений. Зная, что коварный сосед может начать тренировать убийц синоби, влиятельный самурай предпочитал действовать первому и набирал способных крестьянских парней, финансируя их проживание и обучение. В собственном же доме также соблюдал меры безопасности. Прорубить дополнительные выходы, сделать скрипучие полы и плохой доступ на крышу, в каждой комнате спрятать оружие, а особенно в туалетах. Так как именно в выгребных ямах нашли свой конец многие влиятельные самураи, которых притаившийся внизу синоби протыкал копьем насквозь. Десяток ниндзя быстро начинали скучать и скоро начинали работать по заказам и других самураев, получая плату за выполнение или подготовку исполнителя, присланного заказчиком. На этом фоне многие разбогатели, однако недостаточно, чтобы иметь вес больший, чем их основатель. На пике явления в Японии насчитывалось около 7 десятков кланов ниндзя. Самыми могущественными школами ниндзя были Игорю и Кокорю, часть из них являлась родственными кланами, но большая часть участников были выходцами из одного региона, просто собравшимися в цех. Для этой же цели иногда лучше годились женщины. Их называли кунаити. Под маской гейши, флейтистки, нищие или крестьянки, те часто выполняли задачи проще и быстрее, чем мужчины. Как правило, своих целей они достигали с помощью ядов или поджогов жилища врага. В XVI веке даймё Такеда Синген даже создал целую сеть шпионок кунаити во главе с Матицки Чиоме, дворянкой, которая совмещала разведывательную деятельность с поэзией. Также активно использовались кисё, мальчики до 15 лет, которых уже обучили наиболее эффективным техникам и отправляли на задания, где больше нужна скрытность и проворность, чем сила. В 15 лет мальчика посвящали в синоби и уже давали взрослые задания, считая опытным профессионалом. Что касается прочего оружия, то синоби редко пускали в дело меч или лук, гораздо чаще применяли серпы, кистени, а также стали единственными в Японии, кто освоил и широко применял огнестрельное оружие. Походная сумка воина всегда имела труд и огниво, поэтому стрельба из пищалей была одним из фирменных знаков ниндзя. Это хорошо гармонировало и с обычной практикой ниндзя поджигать дома врага, заперев двери снаружи, используя горящую ткань, забрасываемую на соломенные крыши. Восстание ниндзя в провинции Ига, длившееся 3 года, стало первым и последним публичным случаем военного столкновения с регулярной армией. Закончилось оно глухим поражением ниндзя, которые на поле боя оказались сильно уступающими самурайским войскам, несмотря на локальные успехи и массовый героизм.
Все продвигались как один через горы провинции Ига, и монастыри по всей провинции были полностью разрушены огнем Токигава и Хори-Кудара, командиры отрядов Нобунаги. Лично спешивались с лошадей и сумели уничтожить ни одного умелого воина. Они заняли много районов и наказывали всех своими руками. Во время наступления на монастырь Кикёдзи одним взмахом меча были преданы смерти тысячи людей, включая хатари. Помимо этого, многие были вырезаны и уничтожены до конца, остатки бежали в горы Касугаэма, что на границе с Ямато, и рассеялись там. Но Цуцуи Дзюнкэй преследовал их через горы, наводя о них справки и разыскивая беглецов. Точное количество зарезанных и разоренных до сих пор неизвестно. Из японской летописи Иранки. Что интересно, для прямого убийства врага синоби нанимались в редких случаях. Дело в том, что за победу над другим самураем следовали большие почести, за владение его имуществом и рангом, поэтому враждующие кланы предпочитали сводить счеты лично. А вот ниндзя были нужны, чтобы устроить диверсию, поджечь замок или казарму, убить жену или детей, либо завладеть ценным предметом. Известно лишь несколько случаев убийства полководцем руками синоби, и один из них – потрясающе хитроумный способ, когда с помощью пропитанной ядом нити на лицо самурая попало несколько капель смертельной жидкости, когда тот спал, а убийца притаился на стропилах крыши. Такая хитрость играла с синоби злую шутку. Легенды о них говорили одна страшнее другой, неграмотные солдаты считали их демонами и оттого от страха предавали их жуткой смерти при поимке. Сначала ниндзя четвертовали, а затем сжигали. В целом, вне совместных дел, самураи презирали и ненавидели ниндзя, как минимум за то, что посягнули на их поле деятельности в обществе, не имея на то права и не подчиняясь бусидо. Ниндзя, пойманный где-то вне службы самурая, будет неизбежно запытан и убит. Героизация образа пришла много позже. В начале 20 века США пережили бум увлечения Японией, самурайской культурой и ниндзя на волне экономического рывка страны. Образ ниндзя-героя, борящегося за правое дело, впервые появляется в лице персонажа по имени Сарутоби Сасуке. В литературе периода Эдо он был второстепенным персонажем, но в 20 веке стал героем устных сказов Тамады Гёкусюсе. Позднее изданных в виде книг, Сарутоби становится одним из самых известных ниндзя. А уже с 60-х годов и до начала 2000-х ниндзя заполонили Голливуд. Расцвет ниндзя был недолгим, период междоусобных войн привел к спросу на их услуги, бурному росту кланов, но и быстрому спаду. Однако некоторое время ниндзя были привилегированной кастой общества, хотя и продолжавшей обитать крайне обособленно. Если бы раздробленность задержалась, феномен бы процветал. Однако, когда сёгун Токугава объединил Японию под своим правлением, синоби, к услугам которых он прибегал ранее, оказались не нужны. Их перестали готовить, а наиболее яростных просто казнили под разными выдуманными предлогами. Остаткам предложили перейти в полицию, что они и сделали, а затем им дали статус ремесленников и натравили на синоби отказников. Последним сражением, в котором принимали участие синоби, считается подавление христианского восстания в Симабара в 1637 году, опять же образец довольно темного дела в интересах властей. А последней спецоперацией стал 1853 год, когда в бухту Урага вошли американские черные корабли. Под командованием коммодора Перри считается, будто бы тайный осмотр этих судов стал последней миссией синоби, после чего эти лазутчики навсегда исчезли с исторической сцены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.